Майкл Ньютон. Путешествие души. Жизнь между жизнями. На канале Мыслеформс Татьяны Тор. Взгляните на все глазами бессмертной души. Глава 5. Ориентирующая настройка души. После того, как встретившие нас души расходятся, мы готовы к тому, чтобы отправиться в пространство, где будет совершаться исцеление. Далее мы направляемся туда, где происходит переориентация или настройка души на духовную среду. Чаще всего здесь нас проверяют наши гиды-учителя. Я склонен называть все описываемые духовные зоны просто местами или пространствами для удобства, потому что мы имеем дело с нефизической вселенной. Сходство в описаниях этих двух мест, которые давали различные пациенты, просто поразительно, хотя они по-разному называли их, например, комната, вагончик, перевалочная зона, но чаще всего место исцеления. Я представляю себе такую целительскую зону, как полевой госпиталь для поврежденных душ, возвращающихся с полей сражения на Земле. В качестве рассказчика я выбрал довольно продвинутого субъекта, который проходил через этот восстановительный процесс много раз. Случай 11. Доктор Ньютон. После того, как вы расстаетесь с друзьями, встречающими вас после вашей смерти, куда дальше направляется ваша душа в мире душ? Субъект. Какое-то время я один. Я преодолеваю большие расстояния. Доктор Ньютон. И что происходит с вами? Субъект. Невидимая сила направляет меня в более замкнутое пространство, вход в место чистой энергии. Доктор Ньютон. Как выглядит этот участок? Субъект. Для меня это нечто вроде сосуда, в котором происходит исцеление. Доктор Ньютон. Опишите как можно подробнее, что вы испытываете там. Субъект. Меня вносит внутрь, и я вижу яркий теплый луч. Он доходит до меня в виде потока текучей энергии. Там нечто вроде пара, сначала кружащегося вокруг меня, затем мягко касающегося меня, словно он живой. Затем он входит в меня, как пламя, и я словно омываюсь, очищаюсь от всех своих болячек. Доктор Ньютон. Кто-то осуществляет ваше омовение, или же это окутывающий вас световой луч, который появляется неизвестно откуда? Субъект. Я один, но весь этот процесс кем-то управляется. Моя сущность омывается, восстанавливается после моего пребывания на Земле. Доктор Ньютон. Я слышал, что это подобно освежающему душу, который мы принимаем после тяжелого трудового дня. Субъект смеется. После трудовой жизни он лучше, и кроме того ты не мокнешь. Доктор Ньютон. Вы ведь не имеете больше физического тела. Каким образом этот энергетический душ исцеляет душу? Субъект. Проникая в мое существо, я так устал от моей прошлой жизни и от тела, которое я имел. Доктор Ньютон. Вы хотите сказать, что физическое тело
и человеческий ум оставляет эмоциональный след в душе после смерти? Субъект. Господи, да. Мое проявление, кто я есть как существо, оказалось под воздействием ума и тела, которое я занимал. Доктор Ньютон. Даже несмотря на то, что сейчас вы отделены от этого тела навсегда. Субъект. Каждое тело накладывает свой отпечаток на вас, по крайней мере, на какое-то время. У меня были некоторые тела, от которых я никак не мог до конца освободиться. Даже если вы свободны от них, вы храните яркие воспоминания о своих телах в некоторых жизнях. Доктор Ньютон. Хорошо. Теперь я хотел бы, чтобы процедура с исцеляющим душем закончилась, и вы рассказали мне, что вы чувствуете. Субъект. Я нахожусь во взвешенном состоянии, окруженный светом. Он пронизывает мою душу, вымывает наиболее негативные вирусы. Он позволяет мне отпустить все узы моей прошлой жизни, начиная осуществлять процесс моей трансформации, ведущий к восстановлению моей целостности. Доктор Ньютон. На все ли души этот душ воздействует одинаковым образом? Субъект. Пауза. Когда я был моложе и имел меньше опыта, я приходил сюда в более поврежденном состоянии, и казалось, эта энергия была менее эффективна, потому что я не знал, как правильно использовать ее, чтобы полностью очиститься от негатива. Я дольше носил с собой свои старые раны, несмотря на исцеляющую энергию. Доктор Ньютон. Я думаю, что я понял. Итак, что вы делаете сейчас? Субъект. Восстановившись, я ухожу и отправляюсь в другое спокойное место, беседовать со своим гидом. Это место, которое я назвал исцеляющим душем, является лишь прелюдией к процессу реабилитации вернувшихся душ. Период ориентирующей настройки, который следует сразу же за ним, особенно для более молодых душ, включает в себя важную беседу или консультацию с нашим гидом. Освежившаяся душа прибывает сюда, чтобы просмотреть и проанализировать только что завершившуюся жизнь. Процесс ориентирующей настройки задуман в форме собеседования для того, чтобы способствовать дальнейшему эмоциональному освобождению души и ее новой адаптации в духовном мире. Обсуждая под гипнозом тип консультации, которая проходит во время периода ориентации, субъекты рассказывают, что их гиды тихо и мягко беседуют с ними, но при этом внимательно проверяют их. Представьте своего любимого учителя в средней школе, и вы сразу поймете, это строгое, но заботливое существо, которое знает все о ваших учебных привычках, ваших слабых и сильных сторонах и о ваших страхах, который всегда готов работать с вами столько, сколько вы будете продолжать свои старания. Когда вы остановитесь, все в вашем развитии приостановится. Ученики ничего не могут утаить от своих духовных учителей. Никаких ухищрений, уловок или обмана не существует в телепатическом мире. Существует множество специфических особенностей в том, как проходит этот процесс ориентирующей настройки, и зависит это от индивидуального строения души и состояния ее ума после последней жизни. Часто души сообщают, что их установочная ориентация происходит в комнате. Обстановка и интенсивность этой встречи может варьироваться после каждой жизни. Приведенный ниже случай является примером того, как высшие силы в процессе ориентации стремятся успокоить вернувшуюся душу. Случай 12.
Субъект. В центре этого места я обнаружила свою спальню, где я была так счастлива ребенком. Я вижу розовые обои на стенах и кровать с пологом на 4 опорах, со скрипучими пружинами под толстым стеганым розовым одеялом, сделанным для меня моей бабушкой. Моя бабушка и я вели здесь сокровенные беседы, когда что-то меня беспокоило. И вот она тоже здесь, просто сидит на краю моей кровати с моими любимыми игрушечными зверюшками вокруг нее и ожидает меня. Ее морщинистое лицо, как всегда, светится любовью. Через некоторое время я начинаю понимать, что она в действительности это мой гид и Мифис. Я беседую с Мифис о грустных и счастливых моментах своей жизни, которая только что закончилась. Я знаю, что я совершила ошибки, но она так добра ко мне. Мы смеемся и плачем вместе, пока я предаюсь воспоминаниям. Затем мы обсуждаем все, что я не сделала, но могла бы сделать в своей жизни. Но в конце все нормально. Она знает, что я должна отдохнуть в этом прекрасном мире. И я собираюсь отдохнуть. Я не забочусь о том, вернусь ли я снова на землю, потому что мой настоящий дом здесь. Очевидно, что более продвинутые души не нуждаются в какой-либо ориентирующей настройке на этой стадии. Это не означает, что 10% моих пациентов, относящихся к этой категории, по возвращении с Земли просто весело препровождаются своими гидами в другие пространства. Каждый должен отчитаться за свою прошлую жизнь. Как это происходит, зависит от того, как каждая личность понимала и исполняла свои жизненные роли. У продвинутых душ собеседование с учителями проводится позже. Менее опытным существам обычно уделяется особое внимание, потому что переход из физической формы в духовную дается им гораздо труднее. Субъект из следующего случая проходил через более глубокую терапевтическую духовную установочную ориентацию. Исследование установок и чувств с образом переориентированного будущего поведения – это то, что обычно проделывают гиды. Субъект 13 – это сильная, импозантная женщина 32 лет, выше среднего роста, пышного телосложения, одетая в джинсы, ботинки и просторную блузку Эстер, так ее звали, пришла ко мне на прием в состоянии сильного возбуждения. Ее проблемы сводились к 3 вещам. Она была не удовлетворена своей жизнью преуспевающего агента по недвижимости, чувствуя себя слишком материалистичной и нереализованной. Эстер также казалось, что ей не хватает женской сексуальной привлекательности. Она заметила, что в ее шкафу полно красивой одежды, которую не хочется носить. Эта пациентка рассказала мне также о том, с какой легкостью она манипулировала мужчинами всю свою жизнь, потому что, как она говорила, во мне есть мужская агрессивность, что заставляет меня чувствовать себя несостоявшейся как женщина. В детстве она не играла в куклы, отказывалась носить платья, потому что ей больше нравились игры с мальчишками. Ее преобладающее мужское начало не изменилось с возрастом, хотя она встретила человека, который стал ее мужем, потому что он принял ее доминирующую роль в их взаимоотношениях. Вдобавок ко всему, моя пациентка жаловалась на боль в голове с правой стороны над ухом, которую доктора после различных медицинских обследований и проверок связали с ее стрессами. Во время нашего сеанса я узнал, что она была мужчиной в ряде своих прошлых жизней, из которых кульминационной была одна ее
рано оборвавшаяся жизнь в качестве прокурора по имени Росс Фелдон, жившего в штате Оклахома в 80-х годах XIX века. Будучи Россом, моя пациентка совершила самоубийство в возрасте 33 лет в гостиничном номере, выстрелив себе в голову. Росс не мог смириться с тем, как складывалась его жизнь судебного обвинителя. По мере развертывания диалога были заметны проявления сильных эмоций. Психотерапевты-регрессионисты называют это преувеличенной реакцией пациента, находящегося в состоянии ревификации, то есть повторного нового эмоционального проживания жизни, противоположной состоянию транса, в котором субъекты являются созерцающими участниками. Случай 13. Доктор Ньютон. Куда вы направляетесь теперь, после того, как прошли через исцеляющий душ? Субъект. Нерешительно. На встречу с моим наставником. Доктор Ньютон. И кто же он? Субъект. Пауза. Нет, его имя Клоудис. Доктор Ньютон. Вы разговаривали с Клоудисом, когда вступили в духовный мир? Субъект. Я не был готов. Я просто хотел видеть своих родителей. Доктор Ньютон. Почему сейчас вы хотите встретиться с Клоудисом? Субъект. Я собираюсь представить своего рода отчет о себе. Мы делаем это после каждой моей жизни, но сейчас я действительно в затруднении. Доктор Ньютон. Почему? Субъект. Потому что я убил себя. Доктор Ньютон. Когда человек убивает себя на земле, означает ли это, что он как душа получит какое-то наказание? Субъект. Нет, здесь нет наказания. Наказание – это земная вещь. Клоудис будет расстроен, что я рано вышел из игры, и что мне не хватило мужества встретиться лицом к лицу с трудностями. Мое решение умереть подводит меня к необходимости вернуться и иметь дело с теми же проблемами, но уже в условиях другой жизни. Я просто впустую потратил столько времени, преждевременно сведя счеты с жизнью. Доктор Ньютон. Итак, никто не будет вас осуждать за совершение самоубийства? Субъект. Немного подумав. Меня также и не одобрит никто из друзей. Мне грустно из-за того, что я сделал. Примечание. Это обычное духовное отношение к самоубийству. Но я хочу добавить, что те, кто пытаются освободиться от хронической физической боли или от почти полной недееспособности на Земле путем самоубийства, позже, как души, не испытывают сожаления. Доктор Ньютон. Ну хорошо, давайте проследуем к месту вашей встречи с Клоудисом. Сначала опишите, что вас окружает, когда вы входите в это пространство, где должны встретиться со своим наставником. Субъект. Я вхожу в комнату со стенами, смеется. О, это Бакхорн. Доктор Ньютон. Что это? Субъект. Большой ресторан скотоводов в Оклахоме. Я чувствовал себя хорошо, когда был там. Дружеская атмосфера, прекрасные обшитые стены, кожаные кресла. Пауза. Я вижу Клоудиса, сидящего за одним из столиков в ожидании меня. Сейчас мы будем беседовать. Доктор Ньютон. Как вам нравится ресторан из Оклахомы в духовном мире? Субъект. Это одна из тех прекрасных вещей, которые они делают для нас, чтобы успокоить наш ум. Но на этом все и кончается. Глубоко вздыхает.
Этот разговор не будет похож на вечер в ресторане. Доктор Ньютон, вы, похоже, немного удручены перспективой личной беседы со своим гидом о вашей последней жизни. Субъект, оправдываясь. Потому что я проиграл. Теперь я должен встретиться с ним, чтобы объяснить, почему у меня ничего не получилось. Я пытаюсь все делать правильно, но... Доктор Ньютон, что делать правильно? Субъект, с болью в голосе. Мы договорились с Клоудизом, что я буду работать над постановкой своих задач и затем осуществлять их. Он надеялся, что мне, как Россу, это удастся. Проклятие. Теперь мне нужно предстать перед ним вот с этим. Доктор Ньютон, вы чувствуете, что не выполнили условия контракта, которые вы заключили со своим консультантом-наставником, насчет уроков, которые вам нужно было выполнить как Россу? Субъект, нетерпеливо. Да, я свалял дурака. И, конечно, мне придется заниматься этим снова. Порой кажется, что мы никогда не преуспеем в этом. Пауза. Понимаете, если бы не красота земли, птицы, цветы и деревья, я бы никогда не вернулся назад. Слишком много беспокойства. Доктор Ньютон, я вижу, что вы расстроены, но не думаете ли вы... Субъект взволнованно прерывает. И вы не можете обмануть ни себя, ни других. Я ничего не могу утаить от Клоудиза. Доктор Ньютон, я хочу, чтобы вы глубоко вздохнули, вошли в ресторан Бакхарна и рассказали мне, что вы сейчас делаете. Субъект вздыхает и выпрямляется. Я вплываю и сажусь напротив Клоудиза за круглый стол около стойки. Доктор Ньютон, теперь, когда вы рядом с Клоудизом, думаете ли вы, что он так же расстроен, как и вы, из-за вашей прошедшей жизни? Субъект. Нет, больше расстроен я тем, что я сделал и чего не сделал. И он знает это. Наставники могут быть недовольны, но они никогда не унижают нас. Они слишком продвинуты для этого. Консультации или наставление руководящего гида помогает процессу исцеления души во время установочной ориентации, но это не означает, что препятствия, мешающие прогрессу, полностью устранены. Болезненные эмоциональные воспоминания о нашей прошлой жизни не так быстро оставляют нас, как наше тело. Эстер должна увидеть негативную сторону своей прошлой жизни в качестве Росса, ясно и без всяких искажений. Воссоздание сцен духовной установочной ориентации во время гипноза помогает мне решать психотерапевтические задачи. Я считаю, что методы психодраматической ролевой игры полезны для выявления чувств и старых убеждений пациента, связанных с его сегодняшними поведенческими проблемами. Субъект 13 проходил через довольно длительный процесс ориентации, который я привел в сжатом виде. В этот момент нашего диалога я изменил форму беседы, чтобы включить в нее гида субъекта. По мере того, как будет разворачиваться диалог о жизни Росса Фелдена, я приму на себя роль третьей стороны, роль посредника между Россом и Клоудизом. Сохраняя дух консультативной беседы, я также хочу осуществить своего рода передачу роли одного собеседника другому, чтобы Эстер Росс мог высказывать свои мысли и одновременно передавать мысли Клоудиза. Объединение субъекта с его гидом является средством, позволяющим получить помощь от этих высших существ и рассмотреть проблемы более отчетливо. Иногда я чувствую, что даже мой собственный гид направляет меня в этих сеансах. Я очень осторожно отношусь к тому,
чтобы взывать к нашим гидам-наставникам без надлежащей причины. Установление прямого контакта в диалоге с гидом пациента всегда чревато неясным исходом. Если я вторгаюсь в диалог неловко или без необходимости, гиды блокируют реакцию субъекта, что выражается в его молчании или использовании метафоричного языка, смысл которого весьма туманен. Случалось, что гиды говорили через субъекта, используя их голосовые связки, и звук голоса был таким дребезжащим и диссонирующим, что я с трудом понимал ответы на мои вопросы. Когда субъекты говорят от имени своих гидов, а не сами гиды через субъектов, модуляция голоса обычно не бывает такой напряженной. В данном случае Клоудис проявляет себя через Эстер Росса легко и предоставляет мне некоторую свободу в работе с его пациентом. Доктор Ньютон. Росс, нам обоим нужно понять, что происходит с вами в психологическом отношении с начала вашей встречи с Клоудисом, посвященной ориентирующей настройке. Я хочу, чтобы вы мне помогли. Готовы ли вы к этому? Субъект. Да. Доктор Ньютон. Хорошо. Сейчас вы сможете совершить нечто необычное. На счет 3 вы обретете способность представлять две личности, играть две роли – Клоудиса и себя самого. Эта способность поможет вам делиться со мной своими мыслями, а также передавать мысли вашего гида. Будет казаться, будто вы на самом деле представляете вашего гида, когда я буду давать соответствующую команду. Вы готовы? Субъект в нерешительности. Я думаю, что да. Доктор Ньютон. 1, 2, 3. Я положил свою ладонь на лоб субъекта, чтобы ускорить передачу. Станьте Клоудисом, выражающим свои мысли через вас. Вы сидите за столом напротив души Росса Фелдона. Что вы говорите ему? Быстро. Я хочу, чтобы субъект отвечал, не оценивая, не задумываясь критически о трудности моей команды. Субъект реагирует медленно, говоря как его гид. Ты знаешь, что ты мог поступить лучше. Доктор Ньютон. Снова будьте Россом Фелдоном. Переместитесь на другую сторону стола и ответьте Клоудису. Субъект. Я пытался, но я не видел цели. Доктор Ньютон. Переместитесь обратно, станьте голосом, выражающим мысли Клоудиса, и ответьте Россу. Быстро. Субъект. Если бы ты мог изменить что-либо в своей жизни, что бы ты сделал? Доктор Ньютон. Ответьте как Росс. Субъект. Не был бы коррумпированным властью и деньгами. Доктор Ньютон. Ответьте как Клоудис. Субъект. Почему ты позволил этим вещам отвлечь себя от первоначальных обязательств? Доктор Ньютон. Я понизил свой голос. Вы все делаете замечательно. Продолжайте перемещаться за столом с одного места на другое. Теперь ответьте на вопрос гида. Субъект. Я хотел принадлежать, чувствовать себя важной фигурой в обществе, чтобы подняться над другими и быть объектом восхищения, чтобы восхищались моей силой. Доктор Ньютон. Ответьте как Клоудис. Субъект. Особенно женщины? Я наблюдал за тем, как ты пытался властвовать над ними, завоевывая их внимание, но не привязываясь. Доктор Ньютон. Говорите как Росс. Субъект. Да, это так, качает головой. Мне не нужно объяснять. Вы и так все знаете. Доктор Ньютон.
Ответьте как Лоудис. Субъект. Ты должен обратиться к своему самосознанию, чтобы повлиять на все это. Доктор Ньютон. Ответьте как Росс. Субъект. С вызовом. Если бы я не проявлял власть над этими людьми, они бы контролировали меня. Доктор Ньютон. Ответьте как Лоудис. Субъект. Это недостойно тебя. То, чем ты стал, отличается от того, кем ты был вначале. Мы очень внимательно выбирали твоих родителей. Примечание. Фелдон родился в семье средних фермеров, которые были честными и терпимыми людьми и многим пожертвовали для того, чтобы Росс мог изучать право. Доктор Ньютон. Ответьте как Росс. Субъект. Торопливо. Да, я знаю, они воспитали меня идеалистом, чтобы помочь мне, и я хотел этого тоже, но все это не помогало мне. Вы видели, что происходило? Я был в долгах, когда начинал как адвокат, неловкий, без положения. Я больше не хотел мириться со своей нищетой, защищая людей, которые не могли мне платить. Я ненавидел свою ферму, свиней, коров. Мне нравилось находиться среди важных людей. И когда я, став прокурором, вошел в круг таких людей, у меня была идея реформировать систему и помочь фермерам. Существовавшая система была неправильной. Доктор Ньютон. Ответьте как Лоудис. Субъект. Тебя испортила система. Как это произошло? Доктор Ньютон. Ответьте как Росс. Субъект. Резко. Люди должны были платить штрафы, но они не могли заплатить. Одних я сажал в тюрьму за проступки, которые они не хотели совершать, других вешал. Голос дрогнул. Я стал убийцей в законе. Доктор Ньютон. Ответьте как Лоудис. Субъект. Почему ты чувствовал себя ответственным за то, что преследовал по закону преступников, обвиняемых в нанесении ущерба другим? Доктор Ньютон. Ответьте как Росс. Субъект. Некоторые из них, большинство, были обычными людьми, как мои родители, которые стали жертвами системы и нуждались в деньгах, чтобы выжить. Встречались такие, кто были умственно отсталыми. Доктор Ньютон. Ответьте как Лоудис. Субъект. Как насчет жертв преступлений тех людей, которых ты преследовал? Разве ты не выбрал жизнь блюстителя закона, чтобы помочь обществу и поддержать безопасность ферм и городов с помощью правопорядка и правосудия? Доктор Ньютон. Ответьте как Росс. Субъект. Громко. Разве вы не видите, что у меня не получалось? Примитивное общество сделало из меня убийцу. Доктор Ньютон. Ответьте как Лоудис. Субъект. И поэтому ты убил себя? Доктор Ньютон. Ответьте как Росс. Субъект. Я сбился с пути. Я не мог вернуться в прежнее положение и быть ничем. И не мог продолжать двигаться вперед. Доктор Ньютон. Ответьте как Лоудис. Субъект. Ты слишком легко оказался среди тех, кто мотивировал свои действия личной выгодой и желанием славы. Это не твое истинное лицо. Почему ты скрывался сам от себя? Доктор Ньютон. Ответьте как Росс. Субъект. Сердито. Почему вы не оказали мне больше помощи, когда я начинал как государственный защитник? Доктор Ньютон. Ответьте как Лоудис. Субъект. Что ты выиграешь, если будешь думать, что я должен спасать тебя на каждом повороте? Доктор Ньютон. Я попросил Эстер
ответить как Росс. Но когда она не ответила на последний вопрос, я вмешался. «Росс, позвольте мне вмешаться. Я полагаю, что Клоудис пытается выяснить, что вы хотите получить за ту боль, которую вы испытываете сейчас, и за переживание вашей прошлой жизни, когда вы обвиняли его». Субъект. Пауза. Хочется сочувствия, я думаю. Доктор Ньютон. Хорошо. Ответьте как Клоудис на эту мысль. Субъект. Медленно. А что бы ты еще хотел получить от меня? Ты недостаточно много работал над собой. Я ведь помещал в твой ум мысли об уверенности, сдержанности, ответственности, изначальной цели, о родительской любви. Но ты игнорировал эти мысли и упрямо не желал предпринимать альтернативные шаги. Субъект. Росс ответил без моей команды. Я знаю, что не замечал ваших знаков, сигналов, которые вы посылали мне. Я упускал возможности, я боялся. Доктор Ньютон, ответьте как Клоудис на ваше высказывание. Субъект. Что самое ценное, на твой взгляд, было в тебе? Доктор Ньютон, ответьте своему гиду. Субъект. У меня было желание изменить положение дел на Земле. Я начинал с этого, желание что-то изменить для людей Земли. Доктор Ньютон, ответьте как Клоудис. Субъект. Ты быстро бросил это задание, и, как я вижу, ты опять упускаешь возможность, не решаясь пойти на риск и принять путь, на котором ты можешь понести какой-то урон, и пытаясь стать тем, кем ты не являешься. Отсюда снова печаль. При попытках воссоздания во время сеансов гипноза процесса ориентирующей настройки субъекта с гидом неизбежно возникают резкие переходы. Заметьте, как речь субъекта 13, когда она выступает в роли Клоудиза, становится более рассудительной, здравой и решительной, и как это отличается от рассуждений самой пациентки Эстер или Росса. Мне не всегда удается добиться от субъектов проникновенной передачи комментариев их гидов в подобных процессах их духовных ориентировок. Но тем не менее, память о прошлой жизни часто переходит в жизнь нынешнюю и проявляется в текущих проблемах, независимо от особенностей новой духовной обстановки. Для меня не имеет значения, действительно ли мой субъект и ее гид вели беседу в ресторане в то время, как я передвигал временные рамки. В конце концов, Росс Фелден, как человек, умер, но Эстер попала в такое же затруднительное положение, и я хочу сделать все, что в моих силах, чтобы изменить эту деструктивную форму или модель ее поведения. В течение нескольких минут мы вместе с этим субъектом просмотрели то, что ее гид обозначил как отсутствие должной самооценки, как отчуждение от своего «я» и утрату ценностей. Попросив Клоудиза о дальнейшем содействии, я закрыл сцену ориентирующей настройки и сразу же направил Эстер к более поздней духовной стадии, предшествующей ее рождению и нынешней жизни. Доктор Ньютон. Находясь в духовном мире, располагая всей информацией о том, кем вы были в качестве Росса, и получив большее понимание относительно своего истинного духовного облика, почему вы выбрали свое нынешнее тело? Субъект. Я выбрал женское тело, чтобы люди не пугались меня. Доктор Ньютон. На самом деле? Тогда зачем вы выбрали тело такой сильной властной женщины 20-го столетия? Субъект. Они не увидят прокурора в черном облачении в зале суда. На этот раз я коробочка с сюрпризом. Доктор Ньютон. Коробочка с сюрпризом?
Что это значит? Субъект. Я знала, что как женщина я была бы менее грозной для мужчин. Я могла бы застигать их врасплох и пугать до смерти. Доктор Ньютон. Какого рода мужчин? Субъект. Больших парней, составляющих властные структуры в обществе. Захватывать их врасплох, когда они убаюканы ложным чувством безопасности. Ведь я всего лишь женщина. Доктор Ньютон. Захватываете их врасплох, и что дальше? Субъект. Ударяет своим правым кулаком по ладони левой руки. Захватываю их, чтобы спасти простых ребят от акул, которые хотят пожрать всю мелкую рыбу в этом мире. Доктор Ньютон. Я перемещаю субъекта в настоящее время, но при этом она остается в сверхсознательном состоянии. Помогите мне понять, чем вы руководствовались, решая стать женщиной в этой жизни. Вы хотели помочь той самой категории людей, которым вы не были в состоянии помочь в своей предыдущей жизни, когда имели мужское тело. Верно? Субъект. Грустно. Да, но это не лучший способ. Получается не так, как я думала. Я все же слишком сильна и энергична. Исходящая из меня энергия устремляется в неправильном направлении. Доктор Ньютон. В каком неправильном направлении? Субъект. Задумчиво. Я занимаюсь тем же, чем и раньше. Плохо, неправильно обращаюсь с людьми. Я выбрала тело женщины, которую мужчины побаиваются, и я не чувствую себя женщиной. Доктор Ньютон. Например? Субъект. Например, в бизнесе. Я опять манипулирую властью, отбрасывая в сторону принципы, сбиваясь с пути, как это было раньше в облике Росса. На этот раз я занимаюсь махинациями в сфере недвижимости. Я слишком заинтересована в деньгах. Я хочу занять высокое положение. Доктор Ньютон. И каким же образом это ранит вас, Эстер? Субъект. Сила денег и положение – это для меня наркотик, как и в моей прошлой жизни. То, что я сейчас женщина, не помогло мне избавиться от желания контролировать людей. Так глупо. Доктор Ньютон. Значит, вы думаете, что руководствовались неверными мотивами, выбирая тело женщины? Субъект. Да, я чувствую себя более естественно в качестве мужчины. Но я думала, что как женщина в этот период времени буду более нежной. Я хотела еще раз попытаться реализовать свой шанс в женском теле, и Клоудис разрешил мне это. Пациентка откинулась назад в кресле. Просчитались. Доктор Ньютон. Не думаете ли вы, что чересчур суровы к себе, Эстер? Мне кажется, что вы также решили быть женщиной, потому что надеялись, что женская проницательность и интуиция откроют для вас новую перспективу, которая позволит вам проработать свои уроки. Вы можете иметь мужскую энергию, если вам хочется ее так называть, но при этом быть женственной. Прежде чем закончить с этим случаем, я бы еще хотел сказать следующее. Большинство моих субъектов, в 75%, предпочитают какой-то определенный пол, либо только женский, либо только мужской. Это характерно для всех душ, за исключением продвинутых, которым не свойственно впадать в ту или иную крайность при выборе пола. Тот факт, что большинство тесно связанных с Землей душ склоняются к тому или иному полу, не означает, что они чувствуют себя несчастными, выбирая другой пол, то есть в течение 25% всего своего прожитого на Земле времени. Независимо от обстоятельств, которые побуждают души выбрать тот или иной пол, это решение принимается до воплощения на Земле.
Обычно можно выявить кармическую потребность ускорить личное понимание сложных различий между полами в связи с определенными событиями их прошлых жизней. Субъект 13 решила быть женщиной в этой жизни, чтобы попробовать преодолеть блоки и проблемные моменты, не проработанные в ее прошлой жизни в качестве Росса Фелдена. Выиграла бы Эстер, если бы она узнала о своем прошлом в качестве Росса не на сеансе гипноза через 30 с лишним лет жизни, а в самом начале своей жизни. Наша неспособность помнить и осознавать свои прошлое существование называется амнезией. Такая особенность или условие человеческой жизни кажется странным и непонятным для тех, кто интересуется реинкарнацией. Почему мы вынуждены пробираться на ощупь в нашей жизни, пытаясь вычислить, кто мы и что должны делать, и задаваясь вопросом о том, действительно ли какое-нибудь духовное божественное существо заботится о нас? Я завершил свой сеанс с этой женщиной, задав ей несколько вопросов о ее амнезии. Доктор Ньютон, почему, по-вашему, вы не помните о своей жизни в теле Росса Фелдена? Субъект. Когда мы выбираем тело и разрабатываем план перед возвращением на Землю, мы заключаем соглашение со своими гидами-консультантами. Доктор Ньютон. Соглашение о чем? Субъект. Мы договариваемся не помнить другие жизни. Доктор Ньютон. Почему? Субъект. Учиться с нуля лучше, чем знать заранее, что может случиться с нами из-за наших старых свершений. Доктор Ньютон. Но разве не было бы полезно знать об ошибках своей прошлой жизни, чтобы избежать те же ловушки в этой жизни? Субъект. Если бы люди знали все о своем прошлом, многие стали бы обращать на него слишком много внимания, вместо того, чтобы пробовать новые подходы к той же проблеме. К новой жизни необходимо относиться серьезно. Доктор Ньютон. Есть ли еще другие причины? Субъект. Пауза. Если мы не имеем воспоминаний о прошлом, то, как говорят наши гиды, мы менее озабочены тем, чтобы пытаться отомстить за прошлое, расквитаться за зло, которое нам причинили когда-то. Доктор Ньютон. Мне кажется, что это в какой-то степени повлияло на вашу мотивацию и поведение в нынешней жизни. Субъект. Энергично. Вот поэтому я и пришла к вам. Доктор Ньютон. И все же не думаете ли вы, что полное беспамятство, поражающее нас на Земле относительно нашей вечной духовной жизни, необходимо для прогресса? Субъект. Обычно да, но мы не полностью отключены. Бывают какие-то проблески и прорывы во снах, в кризисные периоды жизни. Люди получают, когда это необходимо, внутреннее знание о том, в каком направлении двигаться. А иногда наши друзья могут немного запутать нас. Доктор Ньютон. Под друзьями вы подразумеваете существ из мира душ? Субъект. Именно так. Они дают нам намек, озаряя идеями. У меня так было. Доктор Ньютон. Тем не менее, вам пришлось прийти ко мне, чтобы отпереть память. Субъект. Пауза. У нас есть способность узнавать, когда это необходимо. Я была готова к перемене, когда услышала о вас. Клоудис позволил мне увидеть прошлое вместе с вами, потому что это полезно для меня. Доктор Ньютон. Иначе ваша амнезия осталась бы нетронутой? Субъект. Да, это бы означало, что мне пока не следует знать какие-то вещи. По-моему, если пациенты в то или иное время не способны войти в состояние гипноза
или если у них в состоянии транса всплывают лишь отрывчатые воспоминания, то имеются определенные причины существования этих блоков. Причина не в том, что у этих людей не может быть воспоминаний о прошлом. Просто они не готовы к тому, чтобы узнать о них. Моя пациентка знала, что что-то мешало ее развитию, и она хотела выявить это. Сверхсознание души содержит нашу непрерывную память и наши цели. В какой-то определенный момент жизни мы должны гармонизировать человеческие материальные потребности с целью пребывания нашей души здесь. Я стараюсь руководствоваться здравым смыслом, согласовывая и приводя в соответствие прошлый и настоящий опыт. Наша вечная личностная сущность никогда не оставляет нас одних в теле, которое мы выбрали, невзирая на наш нынешний статус. В процессе размышлений, медитации или молитвы воспоминания о том, кто мы такие, на самом деле ежедневно пробиваются к нам в форме особых мыслей. Так или иначе, через туман амнезии мы интуитивным способом получаем ключ к разгадке тайны нашего существования. После того, как я выявил и устранил источник головной боли Эстер, я завершил свой сеанс с ней, поддержав ее выбор быть женщиной, но не для того, чтобы попугать мужчин, а по иным причинам. Я пообещал ей немного ослабить ее оборонительные механизмы и помочь ей стать менее агрессивной. Мы обсудили возможности перемен в ее профессиональной жизни и в целях, акцентируя внимание на профессиях, связанных с оказанием помощи людям, а также на вариантах добровольной работы в сфере обслуживания. В конечном итоге она перестала воспринимать свою нынешнюю жизнь как неудачный выбор пола и сумела увидеть в ней великую возможность учиться и познавать. Проводя подобные сеансы, я не перестаю удивляться и восхищаться суровой правдивостью и честностью души. Когда душа проживает продуктивную жизнь, благоприятную для нее и для окружающих, она, как я не раз замечал, возвращается удовлетворенная и наполненная энтузиазмом. Однако, когда субъекты, подобно последнему случаю, утверждают, что впустую потратили свою прошлую жизнь, особенно в случае самоубийства, то, возвращаясь в духовный мир, они испытывают чувство подавленности. Я пришел к выводу, что если процесс ориентации оказывается для субъекта огорчительным, то основная причина – это внезапность, с какой душа снова обретает полноту понимания. После физической смерти необремененная телом душа неожиданно оказывается в потоке ощущений и знаний. Глупости, которые мы совершали в жизни, сильно поражают нас во время нашей ориентирующей настройки. Но когда я направляю моих субъектов дальше в мир душ, я замечаю у них снижение напряжения и возрастание ясности мысли. В первоначальной своей матричной основе души были порождены в любви и мудрости. И когда они начинают воплощаться на таких планетах, как Земля, и соединяться с физическими существами, эволюционирующими из примитивного состояния, то неизбежное в таких случаях насилие шокирует ее. Человеческим существам как таковым свойственны грубые негативные эмоции – гнев, ненависть и так далее, которые являются продуктом страха и боли и связаны с борьбой за выживание, начиная с каменного века. Позитивные и негативные эмоции души и человеческого существа перемешаны в теле человека для более успешного развития. Если бы душа знала только любовь и покой, она не имела бы прозрений и никогда по-настоящему не могла бы оценить значение этих позитивных чувств. Контрольная задача реинкарнации для души – победить страх в человеческом теле. Душа развивается, пытаясь преодолеть все негативные эмоции,
связанные со страхом, проявляя при этом упорство и настойчивость на протяжении многих жизней и нередко возвращается в мир душ израненной и побитой, как в случае 13. Часть этой негативности может сохраняться даже в духовном мире и снова проявляться в новом теле в следующей жизни. С другой стороны, здесь есть компенсирующий момент. Это безграничная радость и восторг от того, что на Земле истинная природа индивидуальной души раскрывается в счастливом человеческом существе. Ориентирующая встреча с гидом позволяет нам начать в промежутке между жизнями длительный процесс саморазвития. Дальше нам предстоит другая встреча, на этот раз в присутствии большого числа продвинутых существ. В предыдущей главе я упоминал о древнеегипетской традиции, согласно которой души только что умерших людей попадают в зал суда для того, чтобы отчитаться за свою прошедшую жизнь. Концепция мучительного испытания, ожидающего нас сразу же после смерти, входит в той или иной форме в религиозные вероучения многих культур. Иногда впечатлительные личности, оказавшись в травматической ситуации, описывают, что они имели опыт пребывания вне тела и имели кошмарные видения, как некие ужасные существа увлекали их в загробную тьму, где демонические судьи выносили им приговор. В таких случаях я допускаю наличие сильного влияния системы убеждений, включающей в себя понятие ада. Находясь под гипнозом, в спокойном, расслабленном состоянии на всех ментальных уровнях, мои субъекты сообщают, что первая установочная встреча с экидами подготавливает их к тому, чтобы предстать перед группой высших существ. Однако они не используют слово «зал суда» или «судебный процесс», описывая это заседание. Часть моих субъектов называют этих мудрых существ директорами и даже судьями, но большинство ссылаются на них как на совет учителей или старшин. Он обычно состоит из 3-7 членов. И поскольку души появляются перед ними после того, как побывали дома, в своей исходной обители, я рассмотрю это заседание более подробно в конце следующей главы. Все встречи, так или иначе связанные с оценкой души, проходят ли они с нашими гидами, товарищами или советом учителей, имеют одну общую черту. В оценке и анализе нашей прошедшей жизни, которые мы получаем в форме авторитетного суждения, учитывается как изначальный мотив нашего выбора, так и наши действия, совершенные нами в течение жизни. Наши побуждения внимательно рассматриваются и критикуются, но не осуждаются до такой степени, что мы начинаем страдать. Как я объяснял в главе 4, это не значит, что души освобождаются от ответственности за нанесение ущерба другим, даже если они сожалеют о содеянном. Кармическая расплата наступит в будущей жизни. Мне рассказывали, что наши духовные учителя постоянно напоминают нам о том, что поскольку человеческий ум не имеет врожденного чувства нравственности, за совесть должна нести ответственность душа. Тем не менее, в мире душ царит дух прощения. Этот мир не имеет возраста, и точно так же весь наш учебный процесс и наши задачи. Нам будут даваться другие возможности и шансы в нашей борьбе за собственный рост и развитие. По окончании первой встречи с нашим гидом мы покидаем это место ориентирующей настройки и попадаем в организованно движущийся поток большого количества душ, переносящихся в место, напоминающее некий центральный приемный пункт.